Ну так и что это? Пластиковый мир победил? Да не в мою смену! Куда бы ты ни сунулся, везде есть этот чертов пластик. Его находят даже в твоих яичках. И согласно прогнозам, совсем скоро мы будем все жить на большой свалке пэт-бутылок. Здрасте, с вами Даня Крастер, лаборатория БНБ. И сегодня мы поговорим о переработке пластика и узнаем, настолько ли плохо все на самом деле, или у нас все еще есть шанс. В какую сферу бы ты ни сунулся, там при любом раскладе будет куча пластиковых вещей или как минимум несколько деталей из пластика. И это не мудрено. Не будем вдаваться в курс химии, чтобы уяснить причину лидерства пластика среди всех производимых материалов в мире. Просто обратим внимание, что он дешевый и простой в изготовлении, имеет на выходе эксплуатационные характеристики и вдобавок стоек к кислотам и щелочам. Водоустойчив, не подвергается коррозии, плохо проводит электрический ток, так сказать, забирая рецепт идеального материала. Но есть и обратная сторона медали. Вот взял ты кофеек с шавой на обед, похавал и выкинул в урну стакан из полиэтилена и контейнер из полистирола. И вроде бы не насрал даже. Так в чем проблема, Крастер? Период естественного разложения пластмасс достигает несколько сотен лет, а при его сжигании в атмосферу выбрасывается огромное количество токсичных ядов: углекислый угарный газ, фосген и бромистый водород. Проблема загрязненности пластиком — это бич нашего времени, потому что с каждым годом мы высираем его только больше. Дошло до того, что частицы пластика находят уже в рыбе в океане. Это что за хуйня, я вас спрашиваю? Ежегодно среднестатистический человек производит более 50 килограммов пластиковых отходов. И если существующее положение дел останется без изменений, к 2050 году на полигонах будет храниться около 12 миллиардов тонн пластика. Общий вес отходов будет в 17 тысяч раз тяжелее, чем питерский Лахта-центр. Бу, испугался, не бойся. Так что же с этим делать, Крастер? Давайте думать, подсказывайте, что вы мозги. Ну, я не знаю, давайте его возьмем да переплавим весь вместе, потому что пластик, он же что, плавится от небольшой температуры. Переплавили и получили вот такое вот говно на лопате. Что ты за мразь? Что с ним вообще можно делать? Потому что, во-первых, он ломается, во-вторых, он ломается между слоев, отрывается друг от друга. Какой-то из них пластичен, какой-то хрупкий. В общем, полная дресня. Ну что получается? Как-то его надо сортировать, отделять один пластик от другого и перерабатывать по отдельности. Некоторые даже тоже переплавлять и спекать. А какие виды пластика тут вообще есть? Давайте разбираться. Есть система сортировки этого перерабатываемого пластика. Притом она может разниться от страны к стране, но в России у нас существует градация из 7 наименований. Начнем с первого. Номер 1 — это всем известный полиэтилентерефталат. Это всякие пэт-бутылки, упаковки для хавчика, тарелки, миски и прочее. Высокие барьерные свойства, устойчив к солнечному свету. При наличии спецзначка можно разогревать в микроволновке или духовке. Не рекомендуется использовать повторно. Номер 2 — полиэтилен высокой плотности, он же ПФП. Всякие пакеты, бочки, игрушки и канистры, которые вы можете встретить в быту. Высокая прочность и стойкость к химическому воздействию. Допускается тепловая обработка до 90 градусов. Под третьим номером у нас идет всем известный поливинилхлорид, он же ПВХ. Это всякие игрушки, оконные рамы, сифоны и элементы одежды типа кет. Безопасен в использовании в бытовых и промышленных условиях, но может выделять вредные вещества только при целенаправленном сжигании. Номер 4 — это полиэтилен низкой плотности, он же пакеты, вездесущие пакеты. Пакетик брать будете? Высокая прочность и стойкость к химическому воздействию. Не рекомендуется нагревать и хранить горячую пищу. И недопустимо использование в микроволновой печи, чтоб ты знал. Номер 5. Полипропилен. Вездесущие каски, всякие соединители электропроводки и даже серые вот эти вот сантехнические трубы. Высокая прочность и стойкость к химическому воздействию. Можно разогревать в микроволновой печи и можно замораживать. Номер 6. Полистирол, он же пенопласт. Подходит для одноразового использования с холодной пищей. И именно в нем
привезут тебе твою любимую шавуху. С другой стороны, не рекомендуется нагревать и хранить горячую пищу. Недопустимо использование микроволновой печи. Под семеркой у нас маркируются все другие неперерабатываемые пластики, которые в своем составе имеют даже соединение сложных каких-то других полимеров или наполненных каким-то наполнителем. Разделили? Ништяк. Ну а что с ним теперь-то делать? Ну, самый простой метод, например, в каком-нибудь лесу, если вы хотите переработать пластик, это его сжечь. И кроме того, что вы избавитесь непосредственно от самого пластика в природе, вы еще и можете получить какое-то количество энергии. Давайте попробуем. Блять. Отходите. Чего? Да стекло треснуло. Что-то пошло не так, но мы переделали свою установку. Стоило бы понимать изначально, что для опытов с огнем нужно использовать термостойкие пробирки. Хотя это не пробирки, а какая-то другая штука. Колбы. Горит! Крутится турбинка! Работает электрогенератор с помощью тепловой энергии, которую мы получаем от сжигания пластика. Что мы можем здесь сделать на данном моменте? Ну, во-первых, мы можем использовать эту электроэнергию, чтобы произвести еще больше пластика. Ну или просто превратить ее в электричество, которое дальше пойдет по нашим сетям. Также с помощью сжигания вот этого вот пластика можно нагревать другой пластик без доступа кислорода, дистиллируя его, превращая в экотопливо, типа такое говномаслица. Эдакий пластиковый самогон получается. Метод называется деполимеризация, когда мы перегоняем из какого-то пластика в какую-то жидкую фракцию. И причем сжигающий завод такого плана можно строить прямо в городе. Там применяются такие системы фильтрации, которые не дают выбросов в окружающую среду и в целом безопасны для жителей этого города. Но разве так можно перерабатывать весь пластик? Проблема в том, что нет. Отдельные пластики при сжигании выделяют ядовитые вещества, всякие фосгены, диоксины и прочие хрен-дебром-говнуляты. Поэтому свои 5-литрухи ты всегда можешь порезать на прекраснейших белых лебедей. И именно поэтому придумали еще несколько типов переработки, типа химического растворения, всякими растворителями и прочими веществами. При этом пластики распадаются до более простых каких-то соединений, у них полимер там разрушается, и их можно как-то потом использовать. Но проблема в том, что это дорого. И опять же, не ко всем пластикам применимо. Есть даже экспериментальные способы переработки с помощью грибков и бактерий, когда в специальном биореакторе у нас закачивается туда пластик перемолотый, добавляются всякие животные в виде всяких тварей, которые этот пластик хавают, выделяют свои продукты жизнедеятельности, и работает все это по принципу разложения табуретки. Когда мы делали самогон, может быть, помните, мы добавляли туда специальные энзимы, которые разрушают древесину. Вот с пластиком абсолютно та же история. Недавно были открыты даже несколько десятков видов грибков и бактерий, которые могут это делать. Но проблема в том, что, во-первых, технология экспериментальная, затрат там немного, но она очень долгая, и в больших масштабах это пока делать не научились. И еще один прикол, пока все эти бактерии и грибки содержатся в биореакторе, все ништяк, а как только они оттуда вырвутся и начнут хавать весь пластик, который находится в мире, который считается устойчивым материалом к коррозии и так далее и тому подобное, нам придется придумывать новый вид суперпластика, который не будут они хавать. Еще одна проблема. Ну а сегодня мы более конкретно и детально поговорим про вид переработки пластика, которого коснулись в самом начале, а именно дробление и переплавка на примере всякого полиэтилена низкого давления и полипропилена. Отправляемся в Москву! И вот мы сменили локацию и приехали к Антону. Антон, привет. Привет, Дань. Расскажи, пожалуйста, где мы находимся? Вы находитесь в лаборатории Шухов Лаб. Это вышкинская лаборатория, которая называется экспериментального проектирования городов. Здесь мы занимаемся предметным промышленным дизайном и применением этого в городской среде. А чем вы конкретно в лаборатории занимаетесь? Мы ведем образовательную деятельность. Мы ведем курс промышленного прототипирования, я и мои коллеги, который, по сути, является калькой на MIT-шный курс How to make almost anything. Как сделать почти все на свете. Вот этому мы и учим наших ребят. Какие технологии по переработке вы здесь используете или, может, затрагиваете каким-то образом? Мы экспериментируем с разными материалами. С бумагой экспериментировали, и большую часть времени мы посвятили переработке пластика. Переработка пластика. Как раз то, что нам сегодня и нужно. А покажешь нам, может быть, какие-то детальки, которые вы делали с этим? Да, конечно. Они вот на самом деле прям рядом с нами. Тут какое-то количество разных прототипов пластмассовых
изделий. Это переработанные крышки, то есть это то, что маркируется двойкой в треугольничке, то, что многие сдают в супермаркете или где-нибудь как раз для того, чтобы это повторно использовалось. У вышки есть студенческая организация, называется «Зеленая вышка». Они собирают пластик внутри кампуса, и часть этого пластика попадает к нам, и мы из него что-то можем новое сделать. Вот это, например, волчок, да, то есть мы можем его запустить, и вот танцующая такая барышня. Часть мусора, который у вас образуется в стенах университета, само собой, вы используете какие-нибудь еще лотки для еды. Ну, я имею в виду вот такого плана, да? Есть разные типы пластика. Двойка, PND, HDPE по-английски, это тот пластик, который прощает кустарную переработку. То есть, если мы возьмем какой-нибудь поликарбонат, у него достаточно узкий диапазон температур, с которым ты можешь с ним что-то делать, и вот на коленке с ним очень трудно работать. А полиэтилен, он такой лайтовый, лояльный к новичку, и с ним можно делать много разных вещей. Мы, конечно же, используем не только полиэтилен, мы часто работаем со вторичным пластиком от 3D-печати. Вот, например, подробленный, по-моему, это ABS, да, то есть вот из него испекли лист. Ну, собственно, мы можем разные какие-то технологии применять, но вот лучше всего именно с объемными предметами получается с полиэтиленом. Вот, а еще он доступный, и его все нам приносят, как только узнают, что мы что-то делаем с пластиком. А давай сразу перейдем на то, что посмотрим, как вы это делаете именно. Погнали. Вот здесь. Посмотрим на саму технологию. Кайф, кайф, кайф. Антох, я тут вот немного крышек с Питера привез. Может Ну-ка, быть, давай они нам- проверим, что это за крышки, потому что не на всех крышках написано. И на этих как раз не написано, что они из полиэтилена, но по ощущениям они из него. Так что сейчас подробим. 1,7 там вот есть какие-то Слушай, циферки. там есть разные цифры. Если она не в треугольничке, это не оно. Да, кстати, на зуб нормальная тема проверить. Мягкость, да? Мягкость, да. Он такой, он как твердая свечка. Попробуем перемолоть? Давай. Кайф. Что мы теперь можем с ними сделать? Мы можем превратить это во что-то новое. Начнем с изготовления листов, которые, в свою очередь, потом превратятся во что-нибудь еще, допустим, при помощи фрезерного станка, лазерной резки, да хоть ножниц по металлу. Погнали? Погнали, да. Смотри, ты просто берешь и сыпешь, осторожно, не обожгись. Время истекло, аппарат истошно пищит, Мерзко. пора доставать. Ну, собственно, вроде ничего не вытекло, просто теперь оставляем это остывать. А у меня тут, смотри, у меня еще осталось флекса. Как мы можем еще пофлексить? А мы сейчас засыпем это в ручной инжектор. О, кайф. Так, а это что у нас за штучки интересные такие? Ты когда-нибудь склеивал что-нибудь клеевым пистолетом, сопли Ну, клея? само собой. Ну, представь, что это то же самое, только в 3-4 раза больше. Тут похожая история, то есть вот при помощи этой длинной ручки мы сейчас будем как раз эти пластиковые гранулы Задавливать. вталкивать в нагревательную зону. То есть тут точно так же есть термоконтроллер, там, соответственно, нагревательные элементы термопара. Мы сейчас будем делать медиаторы, которые обсуждали. Это одна из первых форм, которую я вообще начал делать. Давай соберем, она собирается странновато. Вот, то есть мы просто собираем эти 4 винтика. У нас есть литниковое отверстие в этой форме, никаких замков тут нету, функцию замков выполняют сами стягивающие болты. То есть мы подставляем ее форму именно этим отверстием под инжектор. И когда ты будешь готов, Дань, бери за ручку и потихоньку тяни вниз, короче. Пластик там есть внутри. Пластик уже есть. Ну мы сейчас... Да. Ну, погнали. Давай, давай, сильней. Сильнее, сильнее, сильнее. Давай, давай, давай. И у нас получилась отличная отливка. И мы можем сразу ее вытолкать. Держи. Да это же обосраться как круто. Да, фирменно очень выглядит. Первый раз, когда это получилось, я был в невероятном восторге. Еще.
Это форма для мебельных ручек. Мы ее сделали с моими студентами. Я в какой-то момент вошел во вкус этого литья и подумал, насколько сложные вещи я смогу делать вот этими кустарными технологиями. Первая идея, которая мне пришла, это сделать закладной элемент. То есть у мебельной ручки можно, в принципе, отлить, а потом просверлить отверстие, чтобы в нее вкрутить винтик и прикрутить к шкафу. Но гораздо прикольнее заложить какой-то элемент, и потом ты его выкручиваешь и получаешь идеальную резьбу. Вообще, с точки зрения переработки пластика, очень плохо вплавлять какие-то посторонние элементы внутрь пластика, потому что ты потом не можешь это переработать. То есть, если бы я сделал ручку, у которой болтик вот так, и я его не могу вынуть из отливки, это плохо с точки зрения переработки, потому что потом ты это в шреддер не кинешь. Металл придется сначала достать. Вот, поэтому хорошо с точки зрения переработки делать вот так. Кайф. Вот, соответственно, мы сейчас заложим эти два М4 винтика, соберем форму и отольем вот эту пару ручек. Эта форма как бы 2 в 1, то есть тут одна пара ручек и вторая пара ручек, каждая с отдельным литником. Мы сейчас просто возьмем... Один зальем, да? Один зальем, да. Так, ну давай я теперь нажму. Давай. Давай мы, может, местами с тобой поменяемся. Так, пробуем еще раз, но с другой формой. Держу под давлением, ну, как бы, насколько могу. Я, конечно, не термопласт, автомат. Оп. И чтобы он усадился правильно. Ну, чтобы, да, дать ему какую-то возможность. Это более объемные детальки. Давай им дадим минутку, секунд минутку? 30, чуть-чуть, да. Окей. Остановиться. Мы, в принципе, можем собрать следующую форму. Мне стало интересно дальше. Смогу ли я сделать 2 стыкующиеся детали из вторичного пластика? Я сделал волчок, у которого верхушка — это одна деталька, а вращающаяся деталь — это вторая. Да? И вот тоже рассуждая про вопрос многочастности форм, иногда выгодней раскидать свой предмет на несколько отдельных деталей, чем пытаться сгородить многосоставную форму. Это, знаешь, похоже на имплант зубной, то есть у меня будет верхушка человечка на винтике, ответная часть будет иметь резьбовое отверстие. Кайф. Вот, сейчас, пока это остывает, давай подставим этих ребят. Тут очень-очень маленький объем, и тут 3 одновременно детали. Дави. Ага, хорош. Стоп. Там очень маленький объем. Настолько надо было это собрать до конца, я поленился. Понял. Вот. Ну вот, кстати, давай посмотрим, что получилось. Это смешно. Вот, но мы сейчас их попробуем получше отлить. Еще разочек. Отдирай всю эту чушь. Ну вот, верхушки танцующих барышень, она не очень хорошо отфрезерована, то есть тут даже поверхность фрезеровки не очень хорошая, как дешевая советская игрушка. Это низ для этих волчков. И поскольку вот тут закладная деталь — это винтик, нам надо ее выкрутить. Хитро форма спроектирована. То, что... Что за нее можно выкрутить. Ну, я думал о том, что с этим будет какая-то проблема, вот, но оказалось, что она довольно легко выкручивается на самом деле. Вот, и мы получили вот этот волчок, вон зеленые вкрапления. Вот, и мы возьмем какую-нибудь верхушку. И вот она, наша игрушечка. Ну, Блин, это кайф на самом деле. Несмотря на то, что в целом это незамысловатая штука, то, что она сделана таким способом, то, что 2 детали друг к другу подходят, это, конечно, кайф при ее сборке. Давай, отпускай. Крутится. Работает. Давай посмотрим, что у нас в той форме. Вау. Они, наверное, уже остыли и подзастряли. Вижу пропекалити. Да, пролилось неплохо. Ты знаешь, вот это важный момент, что эти крышки не были в использовании, и они, ну, как бы чистые, и поэтому пластик льется хорошо. То есть, по факту, это почти что первичный пластик. Это так называемый выход производства. Очень часто производители используют, ну, говорят, что используют вторичный пластик, который по факту они используют свой же брак, и это как бы не настоящая вторичка. Вот. И вот, собственно, наши мебельные ручки мы теперь можем выкрутить из них этот винтик. Там внутри прям достаточно хорошая, на мое удивление, резьба. То есть я был в полной уверенности, что вот этот закладной элемент, он просто порвет отливку, потому что у пластика довольно серьезная усадка. Но почему-то нет. Видишь, прям смотри, качественная резьба. Я был в огромном удивлении, когда первый раз это сделал. Можно еще качественные винтики использовать, она будет вообще там близко к идеальной.
И еще из подобрать какой-нибудь материал, который будет влиять на усадку, охлаждение. Да, и на чем-то более серьезном лить, с нормальным контроллером, с нормальным промешиванием пластика. Мы вот, к сожалению, сейчас замешали только черный пластик, и мы не видим вот этой красоты материала, которая мне так понравилась во вторичном пластике. Это та причина, по которой я начал с ним работать. Потому что когда ты мешаешь разные цвета, да, вот тут вот сзади видно, ты можешь получать вот эти переливы цветов в своих, каких-то изделиях. С точки зрения нормального пластикового производства это брак. Потому что это не промес гранул, и это, значит, непредсказуемое поведение пластика. Почти никогда мы не встречаем такой паттерн, в пластмассовых изделиях массовых. Но выглядит очень круто, как будто это масляная краска. Штрихи прям видно, кисточки. Много кто тут что видит. Кто-то видит здесь фарш. Скажите, что вы видите? Красивую бабочку. Кто-то видит. В общем, это интересно. Это как какая-то картина импрессиониста, то есть на это любопытно смотреть. То есть это интересно с точки зрения промдизайна. Согласен. Очень субстанции. Что мы тут видим? Мы тут видим неправильный подход к проектированию деталей из пластика в целом. Мы видим вот здесь довольно жесткую усадку. То есть вот эта деталька, она плюс-минус равномерная по толщине. Тут, конечно, у нее есть утолщение, но не настолько критичное, насколько оно здесь есть. Да? И вот пластик снаружи охладился раньше, чем внутри, и усадка эта вот ушла внутрь. Обычно, когда вот алюминий льешь, у него тоже такая раковина сверху всегда получается. Соответственно, остается отстричь эти штуки, и можно прикручивать. Готовые вещи. Да. Не надо ничего выпиливать, фрезеровать, токарить. Надо фрезеровать. Один раз. Ты нажал потом рукоятку, и фигак, у тебя появилась штука. Хочешь вторую, собирай форму, делай еще раз. Кайф. Пойдем посмотрим, что с листом стало. Пойдем. Что, открываем? Да, она ледяная. Ты ее на улицу выкидывал? Да, чтобы побыстрее, чтобы температурный шок дать. Держу. Да, слушай, что-то оно намертво приклеилось. Мне кажется, приклеилось, потому что, видишь, здесь... Он грязный, он шлифованный, грязный, да. Запеку я тебе еще один лист и пришлю по почте. Да, давай, на том и договоримся. Медиаторы и волчки — это супер кайф. Особенно медиаторы при условии, что гитаристы постоянно теряют. А что еще можно делать с помощью такой технологии? Это технологии примерно с 70-х годов работы с пластиком. Вот если мы вспомним советский пластик, вот примерно все, что Советский Союз мог сделать из пластика, мы, в принципе, на коленке в небольшой лаборатории можем делать. Вопрос в производительности труда. Современный какой-нибудь станок и производство могут выдавать десятки тысяч изделий в сутки, а ты на ручном инжекторе, тебе сколько хватит силы там на пару часов работы, на несколько часов, вот сделаешь какой-то тираж. Сейчас есть полукустарные всякие машины, которые уже используют гидравлику, пневматику, повеселее, некоторые автоматизированные. Зависит, в принципе, от твоих аппетитов. Чем больше вещь, тем ее, естественно, дороже и сложнее отлить, но какие-то мелкие вещи вполне себе можно до довольно хорошего качества довести вот в небольшой, почти что учебной мастерской. Ты сам как думаешь, это вот в рамках хобби исключительно, или это можно превратить в какой-то мелкосерийный бизнес, используя какие-нибудь там литьевые автоматы? Если ты найдешь определенную нишу, я думаю, что из этого точно можно сделать бизнес. Я немножко катался на велотреке, на велотреке все время стачиваются туклипсы на велотуфлях. И вот наши московские чуваки копировали одного западного производителя и успешно продавали свои маленькие тиражи очень вот этих редких дорогих деталей. А вот насчет в целом переработки пластика в России и в мире, как ты думаешь, куда эта сфера будет шагать? Во всем мире очень государственное регулирование этому помогает. Основная проблема в России и в мире то, что у нас очень дешевый первичный пластик. То есть делать что-то пластмассовое из новой пластмассы, из новых полимеров дешевле просто по материалам, чем вторичные материалы, потому что вторичные материалы надо привезти назад, надо посортировать, надо помыть. Это все дорого, это, как правило, ручной труд. И что самое главное, на выходе ты не получаешь настолько же хороший материал, как первичный. Частично есть индустрии, которые используют вторичный материал уже повсеместно. Да, то есть распространенная история, когда у тебя добавляют вторичку там в размере 5-10% от общей массы. Не больше.
Ну, иначе она слишком непредсказуемая. Вот представь, что у тебя есть, опять же, этот огромный термопласт-автомат, который очень быстро производит детали, и в какой-то из деталек попадается какая-нибудь, не знаю, волосинка, которая забивает впрыск этой формы, и у тебя встает производство. Весь конвейер встает, Да. затраты. И это, короче, проблема. Не знаю, может, экономическая ситуация поменяется, может быть, улучшится наше знание полимеров, может быть, мы научимся как-то их по-другому обрабатывать, потому что не все пластики, например, вручную сортируются. То есть, если мы посмотрим на какую-нибудь PET-бутылку, которая сама из PET, крышка из HDPE, их обычно дробят и моют прямо вместе, а потом просто погружают их, ну, по-моему, в солевой условно раствор, и они сами разделяются по фракциям за счет плотности. Да? То есть, и вот на самом деле есть промышленные процессы, которые позволяют это упростить. Вот. Есть пластики типа пенопласта, да, которые вообще почти не перерабатываются, потому что это огромный объем и очень маленький вес, очень маленькая масса. Вот. Есть пластики, за которые прям дерутся производители, то есть вот какая-нибудь стретч-пленка, она почти вся сделана из вторички, ну, кроме пищевой. И это прям валюта на рынке вторичной. То есть, вот это, кстати, мусорная довольно валюта. распространено. Да, серьезно. Большая часть вот этих пластиков, которые, ну, хорошо зарекомендовали себя во вторичной переработке, они на свалке не особо лежат. Вот. Есть всякие странные ситуации вроде моря, да, в которых просто потеряли. Да, это, естественно, экологическая проблема. Но вот если мы говорим про какие-то крупные городские агломерации, то плюс-минус тут уже все поделено и ездит на определенный завод. Так что смотрите, все зависит от вас. Вы можете придумать технологию, с помощью которой будет сортироваться какая-нибудь плохо перерабатываемая вещь, типа упаковок, вот эти тетрапак, я слышал, проблемы есть. Забавно, у меня есть знакомые, которые, у них маленький заводик по переработке именно тетрапака. Они размачивают этот тетрапак, картон сдают как вторичный картон, а дальше у них остается сэндвич из что-то вроде полиэтилена с алюминием, и они это дробят прям вместе, получают вот такую, ну, как бы хлопья полиэтиленово-алюминиевые, и они прям с ними инжектируют, и получается довольно интересная такая поверхность, знаешь, она как во флейках. Прикольно. Она довольно интересно блестит, неплохой материал, и вот они довольно часто делают всякую сувенирную продукцию. Это прям интересно все это на примерах посмотреть. На примерах у меня есть друг Никита Грузовик, который прям вот делает мерч свой, частенько разные брелки, карабины, всякие такие штуки. Это вот тебе еще один пример, ну, не знаю, насколько это, успешный, но все-таки он... Это очень успешный, но это все же мелкосерийная история, которой в целом может заниматься каждый, как в хоббийном, так и в каком-то чуть-чуть коммерческом плане. Конечно, интереснее придумать какую-то технологию новую или какую-то комбинацию технологий, которая прям массово сможет решить проблему там, замусоривания. Слушай, смотри, есть такой проект международный, называется Precious Plastic. Проект Дэвида Хакинса, такой был дядька, он инженер, он озадачился проблемой того, что есть люди, которые горят желанием перерабатывать этот пластик, но ты не можешь купить машину, которая, ну, условно, на кухне тебе позволит измельчить или инжектировать. Он прочертил машины, которые это делают, выложил в открытый источник, и родился этот проект Precious Plastic. Ты можешь туда пойти, скачать чертежи, там все развертки под лазерную резку металла, весь лист материалов, пожалуйста, собирай себе все эти машины и делай бизнес в гараже, или не бизнес, делай какую-нибудь образовательную программу, посвященную этому. Антон, спасибо большое. Я уверен, что можно об этом еще пару часов разговаривать, но мы просто не удержим внимания некоторых товарищей. Оставим это на следующий раз, на следующий Приходи еще. Спасибо тебе большое. Как вы могли заметить, переработкой может заниматься каждый в домашних или в гаражных условиях. Но все это, конечно, капля в море мусора. И этой проблеме надо уделить гораздо больше внимания, начиная, например, с раздельного сбора мусора. А также каждый из вас может непосредственно в этом поучаствовать, придумав какой-то товар, который будет
производиться с помощью переработанных материалов, либо придумать технологию вообще абсолютно новую, которая будет позволять производить такие штуковины. Само собой, все это должно решаться с помощью просвещения населения непосредственно и участия государства, чтобы расширять и поддерживать эту сферу. Потому что даже на существующие заводы в России по переработке пластика сырье, то есть сам, сука, мусор, закупается большей частью из-за рубежа. У нас что, мусора своего нету? Поэтому думайте. С вами был Даня Крастер и команда БНБ. Покедова.